Ух, наконец-то отдохну от Геншина. Да, всем привет получается. Раз за место доты меня закинуло в Геншин, можно вам и гайдец на хуту оформить. А если и гайдец вышел на канале, то и мемасы в моем паблике ВК можете оценить. Лайк на видик тыкнуть за призрачную девчульку. На телегу срочно подпишись, кстати. Буду в рофло кружки с армией кидать туда. Ржач полный. Ну и коммент, кстати, оставь. Кого крутить будешь или кого ждешь. Нам очень интересно почитать. В общем, чего распинаться? Давайте не нудный, не долгий гайдец вам устрою. Чтобы вы такие чик, посмотрели гайд, пук, выкрутили эту первую девочку и пошли нагибать хиличурл в бездне. Но если получится долго, то не обессудьте, ладно? Она у нас ДД. Будет наносить гига-мега урон своим огоньком. Обязательно качаем 90 уровень. И несмотря на то, что мы еще не дошли до оружек, сразу вам скажу, что пушечку тоже надо вкачать до максимального левела. Ибо пушка равно дамаг. Начнем с элементального навыка. Нажимая Ешку, ваша хута входит в состояние танца бабочки. То есть, во-первых, она начинает бить пиротычками, так еще и анимация заряженной атаки будет ускорена. Во-вторых, увеличивается сила атаки от максимального хп Хутао. Бонус не может превышать 400% от базовой силы атаки. Также персонажа становится трудно сбить с ног, так как повышается сопротивление к прерыванию обычной и заряженной атаки. Еще Хутао накладывает на врагов цветочек, который будет бить пироуроном раз в 4 секунды. Урон считается уроном элементального навыка. И будьте осторожны, если вы поменяете персонажа после активации Ешки. Хутао потеряет стойку и будет бегать с кулдауном на Ешке. Бить, кстати, надо будет заряженками, если не поняли. И вы сейчас такие, воу. Бить заряженкой, которая тратит стамину? А я видел, как она бьет. Она же улетает в другой конец карты. Да, дружище, я знаю, но я тебе подскажу, что с этим делать. После заряженки просто жмем прыжок и прерываем атаку, чтобы наша хута не улетела на другой конец карты. Можно, конечно, и сприндом это сделать, но твоя стамина точно закончится за секунду. Можно, конечно, и C1 выкрутить, но в созвездиях чуть попозже. А перед тем, как продолжить, хочу показать вам сайт, на который я недавно наткнулся, когда хотел купить луну дешевле, чем в игре. И это оказался Купикод, а точнее их подразделение Genshin Drops. На их сайте можно пополнить кристаллы, а также приобрести луну. Но я решил испытать свою удачу и сэкономить еще больше, покрутив кейс. Вот, как видите, я закинул немножко мора на свой баланс и так, что же мне покрутить? Опа, кейс Сяо. Не зря у него константа защиты имеется, может спасет мой баланс от убытков. Как видите, мне нападало много кристаллов. И так как на сайте есть возможность продать ненужный дроп, я решил выкручивать себе только луны. Продав кристаллы, я окупился и смог выбить себе 7 лун. Одну я забрал себе, благо луна приходит моментально, еще 3 раздал своим олдам. Взрыв стихии бьет своим мега-призраком, нанося урон по большой площади. Если попал по врагу, восстановишь себе часть хп за каждого задетого врага, максимум 5 юнитов. Также если хп Хутао 50% или меньше, тогда нанесет больше урона и больше восстановит здоровье. Перейдем к пассивочкам. Первая дает, после того как Ешка закончилась, 12 крит шанса на 8 секунд нашим сокомандникам, не считая саму хуту. Вторая увеличивает хуте бонус пира урона на 33%, но только тогда, когда у нее ниже 50% здоровья. Ну и третья дает шанс на создание странного блюда, когда готовишь. Юзлесс в общем. Как же качать наши талантики? Качаем все параллельно друг другу. Да, даже автоатаку. Мы же будем бить заряженными атаками. Не доходя до 9 уровня, останавливаемся и докачиваем автоатаку. Ешку до 9. А после отдаем корону в тычке. Дальше уже докачаете все остальное. Ну, давайте и концам сразу перейдем. Первая мега хороша, так как при активации Ешки на заряженной атаке не расходуется стамина. Вторая повышает урон от цветка на 10% от уровня хп Хутао на момент наложения эффекта. Также еще и ульта помечает противников. Третья и пятая по 3 уровня в Ешку и ульту. Четвертая дает 12 крит шанса на 15 секунд другим членам отряда, если победила врага, отмеченного цветком. Ну и шестая это ZXC мод. Если хп хуты падает ниже 25% или хута получает смертельный удар, она не умирает, а ее резисты повышаются на 200% на 10 секунд. Также ее крит шанс увеличивается на 100% и сопротивление к прерыванию. Перезарядка у этого эффекта 60 секунд. Смотри, это же наш Discord сервер, залетай общаться, а то там что-то все молчат. И, кстати, попрошу тебя подписаться на канал, если тебе понравился этот ролик. Просто мои ролики смотрят 93% людей без подписки, и мне очень грустно. Можешь еще глянуть другие роликсы.
чтобы уж точно убедиться, понравилось тебе или нет. Такс, что же мне по артефактам поставить? Спросишь ты. Ну, поехали. Что там у нас? Часики ставим на хп или мастерство стихий. Кубок на пироурон. Шапку на крит урон или крит шанс. По часам скажу, что если у вас набралось около 100 мастерства, с учетом того, что дает ваш отряд, ну типа сахарок или сет инструктора, то брать часы на МС будет более разумно. Ну а шапка просто забалансите криточки 1 к 2 и будет вам счастье. Если не поняли, это выглядит как 100 крит шанса на 100 крит урона, 75 крит шанса на 150 крит урона. Поняли? Поняли. Ну и кстати, что по нижним статам в артах? Криты, как и МС, в приоритете, но МС чуть побольше. Дальше хп проценты и сила атаки проценты. Ну и восстановы можно поднабрать. Что по сетам? Алая ведьма супер топчик, правда фармится в вонючем данже. Семенава тоже подойдет, правда вот уже фармить ее гораздо приятнее. Дальше идут позолоченные сны, которые могут дать МС и АТК. Также кусочки 2+2 можете поставить, если ничего пока не собрали. 2 на пира и 2 на МС. Либо 2 на МС, 2 на хп, 2 на пира, 2 на хп. Ну вы поняли в общем. Оружки. Что хочет держать Хута в своих руках? Гоу я вам просто на экран накидаю оружки, а вам, если интересно, то на паузу поставите и прочитайте, окей? Так вот, Хома будет на первом месте. Это же ее сигна. Дальше идет лопата Сайна, которая конвертирует МС в силу атаки. Новое БП копье Трезубец. Выглядит недурно. Гроза драконов тоже кайфы. Старое БП копье тоже сядет на Хуту. Коршун, каменное копье и послание ветров. А также палка с критами Черногор. И, конечно же, белая кисть. Если вообще ничего нету. Что мы хотим дать нашей девочке? Ну точно ей нужно Гидра, либо Крио. Зависит от того, какие у вас есть персонажики. Также ей не помешает щиток, так как отхил, не считая ульты, нам не нужен. Но и без щита можно обойтись. Если вы киберкотлеты и жмете все кнопки со скоростью света, что аж клавиши вылетают в разные стороны, а мышкой вы давно уже пробили стол. Ладно, так о чем это я? А, да, пачки. Ну, что вам тут показывать? Пачки с гидро, много воды и ума не надо. Также есть рофла пачка, где Аята с ульты будет поливать мобчиков. Она мне нравится. Щиток туда можно добавить, если вам тяжко играется. Пачка с Крио, где Ганя будет скидывать сосульки. Можно и Аяку поставить, конечно, если вам не влом. Насчет прожарки не знаю, я не пробовал. Думаю, ерунда полная. Ну и бутоны. Повзрывать, конечно же, тоже можете. Ну и, кстати, насчет Беннета в пачках. Есть миф, то что Беннета ставить Хутао это кринж. Если ваш Беннет C6, то не стесняйтесь ставить его Хутао в пачку. Я вот проходил бездну на акиче своего подписчика, так сказать, да, мистеру Одзину передаю привет. Хутао, Аята, вроде Мона и Беннет. И вообще только так его закрывал. В общем, не стесняйтесь и C6 Беннета ставьте спокойно. Ну и все, собственно. Спасибо за просмотр. Лайк, подписка, комментарий. Про телегу и дискорд не забывай. Еще Twitch у меня есть, кстати, где я провожу свои онлайн-трансляции. Залетай к нам, если интересно. Можешь посмотреть мои прошлые ролики. Всем удачи и до скорых встреч. Пакет!